Привет, привет, увлеченный в аудио народ. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить обсуждению вопроса введения третьей полосы в двухполосную систему с целью повышения детальности ее звучания. Как известно, замечательно звучит и однополосная система, в частности на широкополосных динамиках. Однако практичнее ввести вторую полосу, обычно это твиттер, и получается двухполосная система, которую вы видите на экране. Смысл введения среднечастотного динамика между этими двумя, басовым и твиттером, состоит в том, чтобы делегировать наиболее трепетный, тонкий музыкальный диапазон отдельному динамику, специально спроектированному для этой цели. То есть это некий среднечастотный динамик, который не нагружен басовыми регистрами, не имеет длинного хода, не отрабатывает огромное число энергии, которое перепадает в акустической системе на долю басового динамика. Он свободен от этого всего и вольготно, очень быстро отрабатывает этот самый трепетный среднечастотный диапазон. При этом система невероятно усложняется. Задача делится на сразу несколько. Во-первых, подобрать динамики, которые согласованы друг с другом, в той или иной степени подходят друг к другу. Это также зависит от вкусовых предпочтений вас, конструктора в частности, в данном случае меня. Второе, это не испортить того, что было, то есть имеющийся двухполосный дизайн я преобразую в трехполосный дизайн и при этом не нарушить того баланса, который получался в более простой системе. Трехполосная система значительно сложнее. Я вам покажу, например, кроссовер, разделительный фильтр трехполосной системы, которая использована вот здесь. Это первый сезон, напомню, из тех, которые я публиковал. Это 6-й сезон. Эти колонки, вот видите, стоят за мной, там стоит вторая. Сейчас они у меня являются активными и работают. Вот такой вот кроссовер. Он стоит очень много денег. По сравнению с кроссовером для двухполосной системы, он стоит заметно дороже. В 5 раз дороже, допустим. Поэтому идти на такие затраты, нужен какой-то резон, согласитесь. Кроме того, среднечастотный динамик, у меня использован динамик Tank Band. Вот такой вот, я о нем рассказывал в выпуске о первом сезоне, в частности. Тоже стоит немало денег, я не помню, около 300 евро каждый стоит такой динамик. То есть это не мусорный уровень, понимаете? То есть можно было бы отделаться чем-то совершенно доступным из какой-нибудь примитивной системы, даже мультимедиа, какой-нибудь мид-басовый динамик взять, но он будет недостаточно заточен под решение поставленных задач. А этот же купольный именно заточен на эту задачу, и поэтому он стоит столько денег, и поэтому довольно популярен в мире, кстати. Но, кстати, я проводил исследования на комплексе Клипеля, точнее, данные на этот динамик, я его не измерял на виброметре, а мне прислали сами производители, которые меня попросили об этом обзоре. Они показывают, что динамик, в общем, начинает захлебываться уже с 2-3 кГц, то есть в том самом диапазоне, который я бы на него хотел бы возложить. Поэтому, и не очень хотелось бы пускать его очень высоко. Выше, тем более, стоит ленточник, вот Foundtech, вы здесь видите это. Я его оформил вот так, в такой фланец, для того, чтобы согласовать в последующем выпуске с среднечастотным динамиком, который идеально работает на самых высоких частотах и не любит перегрузки по низким частотам, назовем это так. То есть надо учесть сразу несколько особенностей при этом, для того, чтобы собрать такую систему воедино и объединить ее кроссовером, который, естественно, выровняет по чувствительности все динамики по самому худшему. А в моем случае им оказался SIS. Собственно, на базе этого динамика SIS все и началось. То есть, вот он перед вами. Это замечательный динамик, музыкальный, тонко чувствующий, я бы так сказал. Пускать его можно, судя по этому графику, до, 3
килогерц, ну, предположим, но это с разным азимутом, с разных углов сняты характеристики, но считается, что вот все-таки до 3-4 килогерц его пускать можно. И было бы его странно пускать, использовать в трехполосной системе для довольно ограниченной задачи, как я его здесь ограничил, приблизительно на 600 Гц, на 500, на 600 Гц. Но мне хотелось выжать максимум из имеющегося набора динамиков, предположим. Я собрал вот эту трехполосную систему с тем кроссовером, который я вам показал, но собрал ее нерационально, скажем так, потому что я отдал среднечастотному динамику очень широкий диапазон, до 8 кГц приблизительно. Потому что мне очень хотелось избежать вот этой накладки частотного раздела, который в стандартные 2,5-3 кГц между твиттером и мидом, там какой бы он ни был, который, в общем, на слух теряет и по фазе, теряет и по подаче, потому что твиттер значительно более быстрый, чем среднечастотные динамики, тем более, чем басовые динамики, и при этом место, где они сшиваются, замечательно слышно при любых согласованных характеристиках. Я не знаю, как это происходит. Это и психоакустика здесь работает, и все остальное. Но согласитесь, когда один и тот же тон, допустим, 2 кГц воспроизводит вот этот сис и вот этот динамик, или вот этот, то они как бы должны звучать по-разному, потому что они совершенно по-разному сконструированы. Заметно по-разному. И при этом, если это двухполосная система, то вот этот динамик, допустим, отрабатывающий бас-бочку там, или бас-гитару с сравнительно медленными движениями и длинным ходом диффузора, на него накладывается еще и голосовой диапазон, какие-то сибилянты, он должен ходить вот такими рывками, даже по эффекту Доплера получится, что он будет что-то искажать. Точнее, высокочастотные звуки будет искажать. И когда они наложатся на согласованную синфазу, работу в унисон вот с этим вот твиттером, совершенно легким, там вес подвижной системы доли грамма может составлять, например, в ленточнике, там сотые доли грамма, то будет некий диссонанс, будет некая несогласованность, и как-то они друг другу испортят жизнь. Так вот, я очень хотел отодвинуть этот диапазон подальше, загнал его в 8 кГц, и получил вот такие вот характеристики, дайте-ка я вам покажу. Вот это вот, нет, вот он, первый сезон. Низкочастотную область рассматривать не нужно, нужно рассматривать вот как раз 500 Гц где-то. Вот это трехполосная система, которая показана здесь вот на вот этой картинке, предположим. Вот так вот она в среднем поле. Так, я почему говорил, что ниже читать не надо, потому что это реально комната, это невозможное измерение, это неправильно. Я думаю, что вот это АЧХ, это прикидочный график, который иллюстрирует сшивки. Тут две сшивки, одна на 500 Гц и одна на 8 кГц. Вот здесь вот. Здесь еще и не компенсировался baffle step, потому что я так специально подгадал, эта самая цифра 500 Гц взялась от того, что при размере баффла вот этой системы, это, в общем, один и тот же ящик, вы, наверное, понимаете, я использовал, просто этот уже покрашенный, и в него встроен твиттер, а здесь этот же ящик, просто еще не обработанный. Короче говоря, при вот этом размере баффла, baffle step начинается где-то 470 Гц, приваливается там, грубо 3 дБ, хотя в худшем случае до 6 доходит, но комната добавит, поэтому я решил, что просто 3. Короче говоря, здесь я его не компенсировал, чем выиграл эти самые 3 дБ у общей чувствительности системы. Понятно, да? Потому что если бы я обрезал лишнее, выше 470 Гц, то на 3 дБ, то мне пришлось бы резать и вот эти два динамика на 3 дБ еще тоже. Здесь же я не мог так сделать, потому что здесь раздел 4, по-моему, кГц, 3-4 кГц. Я в 6-м сезоне об этом рассказывал. Детально и показывал, как я его привалил, этот baffle step, не вводя там дополнительные элементы, а просто поигравшись с имеющейся катушкой индуктивности в фильтре высоких частот, который
использовал, поставил его с заведомо расчетно большим номиналом и добился того, что получил спад вот именно на частотах выше 470 Гц до вот этих самых. Ну вот здесь на графике, впрочем, можно придраться к этому. Нельзя сказать, что это полностью компенсировано. Если тут сгладить, то тут все-таки пара децибел где-то есть. Вот здесь вот явно начинается больше, да, то есть вот таким образом. Но здесь не учитан порт фотоинвертора, хотя он работает, конечно, ниже, но тем не менее комнату давали. Это, короче говоря, я очень доволен звучанием вот этой системы, которую вы видите. Где она? Вот она. И как бы, да, доволен. А в трехполосной системе этой проблемы нет. Ну, с Baffle Step, ну, не сильно как бы я больше этим был. Да, к чему я? К АЧХ. А вот АЧХ, допустим, 6-го сезона, это вот этих зеленых колонок. Тут Baffle Step якобы компенсирован, хотя вот здесь тоже можно придраться, пара децибел, допустим, где-то можно было бы срезать, хотя неравномерность, тут цена клетки 5 децибел, то есть плюс-минус 3 децибела. АЧХ это, ну, это прилично, это хорошо, это нормально. Как бы, то есть особо изгаляться не надо, потому что все равно комнатные моды исказят заметно вот эту всю картину, и там будет черти шо очередной раз, когда вы ее расставите в конкретном помещении каком-то. Если сложить эти две кривые, 6-й сезон и 1-й сезон, то мы получим, ну, приблизительно, чтобы спросить: Юра, что ты хочешь, собственно говоря? То есть, вот 6-й сезон, сейчас жирным обозначен, ну, плюс-минус 3 децибела твои. 1-й сезон тоже плюс-минус 3 децибела твои. Ну, вот это не обращайте внимания, потому что это было связано с отражениями, когда я измерял. Все здесь прямо в этой комнате. Чего еще? Да, ну, разные твиттеры использованы. Значит, в 1-м сезоне это был Foamtech ленточник. Вот, а в 6-м сезоне в зеленых колонках стоит SIS, тот самый твиттер с металлическим куполом, который, ну, изумительно показал себя на вибросканере Клипеля. Том самом, который, в общем, похоронил все другие решения, которые ведут себя на более высоких частотах своего же диапазона рабочего отвратительно по сравнению с ним. То есть тут ленточник, тут купольник с хорошими переходными, назовем это так, характеристиками, хотя там целый комплекс задействован. В общем-то, это жесткость купола самого. Казалось бы. Но вот тут вступает такой не парадокс, хотел сказать парадокс. Важно не сколько играет тут этих децибел, там неравномерность, может быть искажение даже и так далее. А как он это делает? Тот самый вопрос, что я говорил, что басовый динамик и, ну пускай басовый динамик и даже среднечастотный динамик по-разному воспроизведут один и тот же диапазон, и тем более, если случится накладка и будет некая зона совместного излучения, то там будет вообще в любом случае плохо, то есть это без вариантов, там будет фазовое искажение прежде всего, и при разной подаче, при разном характере звучания, связанном с разным способом звукоизвлечения, разным ходом, разной площадью, разной формой поверхности излучающей, получится некий диссонанс, который золотые уши услышат. Но тут золотые уши, я уже говорю, без иронии, без сарказма, потому что не все, конечно, это слышат, не всем это надо. Я же это делал исключительно как игру ума, то есть для развития, для беседы, чтобы зацепить какую-то интересную тему и вам, и мне, потому что дома у меня такая система, ну, честно говоря, мне вот этих зеленых колонок с головой хватает для такого комфортного прослушивания. Я не устраиваю тут каких-то посиделок с особо причудливыми требованиями к качеству аудио. Но это было бы просто интересно, как реализовать ту или другую затею, тот или иной концепт и определить целесообразность
этого концепта. То есть нужно ли вот эти чудовищные ухищрения с дорогущим кроссовером, дорогущим среднечастотным динамиком, сложным корпусом, потому что вот Twitter, например, пришлось конкретно утопить, потому что очень хотел работать вот на определенном, в одной плоскости, короче, с центром излучения купольного динамика. Купольный с этим несущественно вообще не влияло, там, потому что частота низкая сравнительно, и вот эти вот расстояния в сантиметрах, они не работали. А у этих пришлось, то есть, если вы знаете, у Твиттера, который я здесь использовал, это Fontec, у него сидит 3,5H, у него рупор такой, я рупор выкрутил и сделал специально вот эти фланцы с целью, чтобы вот заподлицо его утопить в панель, и вместе с этим динамиком он у меня, как это было в сезонах, будет представлять собой такой вот блок, предположим. Я готовлю еще один выпуск, еще один сезон, вернее, на басовых динамиках Monocore, больших 10-дюймовых, вот они стоят перед вами. Думаю, что я там реализую кроссовер все-таки, который режет по стандарту 2,5-3 кГц. Этот купольник, и остальное отдает Fontec, потому что все-таки вот эта моя идея, напомню, я избежал частотного раздела на 2-3 кГц и полагал этим выиграть в непрерывности подачи во всем диапазоне частот. Мне казалось, это себя оправдает. Оно здорово звучит, все мы сравним сегодня, как они звучат. Кстати, этот и этот, собственно, цель выпуска именно это. Столкнуть их лбами, то есть при одном и том же басовом динамике, то есть кривые импедансы фазоинвертора портов, фазоинвертора у них одинаковые. Я даже графиков показывать не буду, все это я в сезонах показывал и говорил. Разная только вот полосность, то есть введен некий среднечастотный динамик, понижена зона ответственности басового динамика, здесь он до 4 кГц работает, до 3, здесь он до 500 грубо Гц работает. И вот я хочу вам дать послушать, как это все звучит. Записывалось это все вот в этой комнате, но я предпринял некоторые меры для гашения всяких отражений нежелательных, но это все равно жилая комната, надо понимать, прошу понять и простить, так сказать. И вот хочу с вами поделиться опытом, не опытом, а даже вызвать на дискуссию. То есть, что нужно ли это? Нужно ли было вводить эту третью полосу, идти на эти все жертвы, затраты и так далее, терять в появлении еще одного раздела на очень чувствительном диапазоне 500 Гц, то есть тоника всех человеческих голосов, включая меццо-сопрано, в общем, женское, лежит вот, не знаю, там до 2 кГц, по-моему, то есть от 100 Гц, там где мужской вокал живет, и до, там, не знаю, до 1 кГц вообще мужской вокал будем заканчиваться, но это тоника, это основной тон. То есть, конечно, обертона, я рассказывал вам свое отношение к частотному диапазону акустического тракта, он должен быть, по той же алдошиной до 100 кГц для того, чтобы передать фронты сигналов ровненько. И не важно, что система вся его не отрабатывает, а мы этого вообще ничего не слышим. Но при большом уровне громкости это все должно работать. По крайней мере, передача пиков сигналов – это очень важная штука. И сколько бы ни взять комплектов таких динамиков, короче говоря, вот это из парки 2 динамиков, это из связки сшивки 3 динамиков, взять, поменять их местами, этот поставить туда, все получится разное звучание. Это, понимаете, как у хозяйки борщ получается разные. Вот сколько хозяек, столько вот есть борщей. Вот на моей памяти у меня было 2 бабушки, понятно, обе они варили борщ. Они разительно отличались, но у них даже наборы посуды были разных, поэтому и запах в доме разный, и все разное. И вот этот борщ, я точно помню, ощущение детства, он разный. Потом я ел много разных борщей, мои женщины варили мне борщ. Очень мне нравился борщ, мой одноклассник по институту один сварил, очень здорово. Очень неплохой борщ в сети общественного питания «Пузата хата» в Украине. Но ввиду того, что он не имеет эксклюзивный характер, а делается для любого прохожего, то я его бы не стал учитывать, ни в топчик бы не выводил. Короче говоря, вот есть такие букетики, они вроде очень хорошие один и другой, но очень контрастны друг с другом.
Поэтому вот кто из этих лучше, я не знаю, честно говоря. Сейчас я очень доволен «Зеленой колонки». Вот у меня стоят, играют, это 6-й сезон, все замечательно. Я соберу вот 7-й сезон вот на вот этой базе, только с басовым динамиком монокорд 10 дюймов, потому что мне так приглянулась эта система, она меньше нужно резать по чувствительности, он больше чувствительности имеет. Ну, эффективнее просто система, и потом он без резинового подвеса, мне очень нравятся такие динамики. Ну, я его показывал в 3-м сезоне, то есть на текстиле вот это все, да, то есть тут басовый динамик, кстати, прошный, то есть в принципе он не должен в домашке использоваться. Ну, в компонентной аудиосистеме домашнего применения, но я это сделал, мне понравилось, вот я хочу повторить этот подвиг, но только вот переназначив кроссовер вот этого звена средне- и высокочастотного. Такие дела. А сегодня я вам предлагаю еще раз сравнить, как звучат вот эти две системы. Пишите, что вы себе думаете по этому поводу. Продолжать ли тему или остановиться грубо на каком-то одном концепте и рассматривать его более детально. За сим пока, дорогие мои.